Полагаю, неправильно заниматься только древней историей, игнорируя сегодняшние реалии. Тем более мы живем в точке явного перелома, начинающегося передела мирового порядка послевоенных Европы и Америки. И рубрика «Историческая аналитика» давно простаивает, так как я не хочу становиться одним из миллионов блогеров-графоманов, выдающих на каждую случайную фразу в СМИ многозначительные материалы. Поэтому несколько соображений по текущей ситуации в мире я озвучу. Итак, согласно заголовку, кирдык Америки, как обещал Данила Багров, внезапно настал там, откуда не ждали. Ни доллар не рухнул, ни гражданская война не началась, а просто США показали публично, что более не имеют желания заниматься мировыми проблемами и стоять на страже свободы и демократии. А конкретнее, Трамп и его ближний круг отказались последовательно от финансирования Украины, от участия в военных конфликтах вместе с европейскими странами и от финансирования НАТО, в рамках которого и был возможен щит безопасности в Европе под гарантией военной мощи США. Можно списать это на выходки эксцентричного шоумена, ставшего президентом, за который он поплатится рейтингом, и Сенат и Министерство Америки просто проигнорируют этот очередной популистский ход. Однако Трамп ведет в США невероятно активную деятельность по смене кадрового состава, причем даже в таких структурах, как ФБР и ЦРУ, фактически урезает сдерживающие функции и сосредотачивает всю полноту принятия решений в руках президента. Проще говоря, ликвидирует коллегиальность для авторитарного, но пока еще президентского режима. В России и правой среде это преподносят как борьбу с левацкими перегибами Байдена и увольнение трансгендеров-генералов или разгром фондов, тративших миллионы на поддержку квир-квадроберов. Но на деле, вместе с этим, он меняет вполне компетентных профессионалов на лично лояльных ему людей с мутным прошлым и странными взглядами, формируя команды, преданных лично ему. Обычная история с переходом республики в империю и в диктатуру. Старается ли 80-летний лидер для себя или расчищает дорогу сменщику? Удастся ли ему дойти до конца, или, перессорившись с военными, спецслужбами, банкирами, с мигрантским лобби, он рискует физически не дожить до воплощения своих планов? На самом деле это не принципиально. Мы видим устойчивую тенденцию, которая уже была неоднократно в истории империй. Римская республика схожим образом при активной и даже не всегда сильной личности стала империей и диктаторским режимом. Афинские демократии полисов все переживали схожий процесс и пришли к примерно одному финалу. Для Европы, и особенно Украины, это трагедия и величайшее предательство. Опасения США сдерживали и радикальных исламистов, и коммунистические армии от вторжения в Старый Свет, и за 70 лет он превратился в райское место, где высокие доходы, приятный климат, продуктовое изобилие, отсутствие войны, конфликтов и даже просто угроз. И этот райский плод, манящий дикие и голодные орды вокруг, теперь просто некому охранять. Европа сейчас не имеет крупных военных арсеналов, многочисленных армий, инфраструктуру для масштабных войн, да и в целом население и политика сформировались в тепличных условиях. Они боятся любого насилия и впадают в оцепенение перед наглостью и силой. Отсюда и бесконечное обсуждение, выражение озабоченности и призывы в пустоту. Она имеет внутри себя колоссальную армию радикальных исламистов, а на ее границах восточная армия лидера коммунистического мира, бывшего, который жаждет реванша, а может быть и продолжения ленинской линии на раздувание мировой революции и приход к власти, даже если и под другими флагами. Но вернемся к США. Неожиданно ли происходящее? Отнюдь. Процесс деградации США идет уже больше 30 лет. Его старательно прикрывают фиговыми листами Голливуда, пиар-иллюзиями, поэтому снаружи он мало заметен. Благодаря СМИ, фильмам и статьям обыватели всего мира считают, что в США очень высокий уровень и качество жизни, высокая безопасность, возможности карьеры и образования, в общем всего то, что не хватает в родной феодальной диктатуре. Частично это верно, но посмотрим на динамику. В США высокая преступность. Численность заключенных там первая в мире, как и доля населения, находящегося за решеткой. Ситуация не была таковой еще в 70-х. Сейчас же не только много преступников, но и много полицейских, вместе с Россией первое место рейтинга, что косвенно указывает на острейшую криминальную проблему. Все знают, что в городах есть опасные районы, да и целые опасные города. Видео с наркоманами в Калифорнии переполнен YouTube. Общеизвестно о широкой сети банд чернокожих и их коллегах латинос. Мягко говоря, это далеко от ситуации благополучно и безопасно. Подпитка криминала
идет с мигрантской среды, и поток желающих стать американцами не иссякает. Вот только качество этой миграции неуклонно падает. В массе это не советские евреи-физики, не немецкие баптисты-земледельцы или итальянские рабочие, как было и большую часть 20 века. Сейчас это маргинальные слои из Латинской Америки, пополняющие ряды чернорабочих либо криминал, выходцы из Индии, Пакистана, Средней Азии, отчаянно сбивающих стоимость труда. Да, есть и выдающиеся и благополучные люди, но речь ведем о средней аудитории, о массах. Таким образом, растет количество, но снижается качество населения, и именно эти слои дают основную рождаемость. США все менее белая страна. Доля чернокожего населения растет медленно, белая же стремительно уменьшается, а вот латинос быстро растут, что порождает конфликт ценностей разных групп населения. Усредненный белый не привык жить в среде обычной для жителей условной Гватемалы. Его мало привлекают реалии черного гетто, а все трое никогда не станут своими и желательными в типичном Чайна-тауне. И США будет становиться все более похожей на ту страну, откуда выходцы большинство ее жителей. Если в начале 20 века это была Германия и Англия, то к концу 21-го это будет Никарагуа или Мексика. Население разделено по цвету кожи, менталитету, религии, языку, что вносит хаос и раскол, и законы об этническом разнообразии только показывают неуклюжие попытки решить эту проблему, которая явно пугает власти США. Экономика страны все еще на высоте. Даже деиндустриализация повернута вспять, когда оказалось, что если производить все в Китае, будет нечем с ним воевать, а он собирается. Но я бы скорее назвал это инерцией, бустом старых наработок и того запаса, что создали предыдущие поколения. Рим не развалился за день и даже за век. Почти 300 лет он деградировал и угасал, все еще оставаясь самым сильным и могущественным в мире. И при сильной экономике США, опять же, давайте сравним с пиковыми 60-ми годами. Где мощный американский автопром? Побежден Японией и Кореей. Где лидерство в производстве бытовой техники? Снова Китай и Корея. Какая одежда считается культовой, как были джинсы, кроссовки? Только делает их опять же Китай. То есть США постепенно утрачивают инициативу и масштаб. Они все еще сильны, но уже этот фронт экспансии перехватывает по частям другие. Отсюда и экономические проблемы. Это даже не про доллар, который якобы печатают, он ничего не стоит. Возьмем типичную белую семью в США. В 60-х в ней 4 детей. Муж, работая один, обеспечивает их, жену домохозяйку, имеет к 30 годам большой дом, 2 машины и накопления. В 70-х детей уже 3, дом сильно меньше, жена пытается подрабатывать в сетевом маркетинге, укрепляя будущее таких фирм в России. В 80-х годах жена уже тоже работает, детей всего 2. Вместо дома в ипотеку к 40 годам они могут позволить себе таунхаус, а не отдельный дом. В 90-е ипотека массово и уже на квартиры. Далеко не все могут позволить себе семью детей, и в сериале «Друзья» впервые показаны молодые люди, около 30 лет, снимающие в складчину дом, хотя их деды в этом возрасте были уже семьянинами и домовладельцами. В нулевых пары зачастую откладывают детей и часто снимают жилье, не имея шансов получить одобрение на ипотеку. Сейчас, как шутят, это одиночки гомосексуальной ориентации, так как не имеют средств на детей и снимают комнаты соседам. Про свое жилье речь не идет вообще. Это ли процветание? Социальные проблемы нарастают. Мы видим, какая вакханалия введена на законодательном уровне для меньшинств и всевозможных получателей пособий. Как на полном серьезе разбираются проблемы 30 гендеров вместо реальных проблем. Колоссальный рост одиноких домохозяйств, наркомании и преступности. Как Голливуд превратился в такой среде из орудия позитивной пропаганды в посмешище и средство навязывания деструктивных идеологий, а тот же радикальный феминизм вполне таковой. И разумеется, на этой почве не мог не прийти лидер, который начинает с этим борьбу, что по итогам где-то одержать успех, но в основном дать себе максимальные полномочия и гарантии. Как и в Риме, разные группы населения становятся базой для работы политиков. Но если ранее все решила репутация и здравомыслие, когда выбирали лучшие лучшего, то массовая демократия быстро вырождается в борьбу миллионеров за власть, чтобы потешить свои амбиции. А единственным инструментом, гарантирующим народное избрание, прямой подкуп избирателей. Льготами, снижением налогов, масштабными праздниками, но только так самая большая группа населения будет голосовать за кандидата. Программа становится ненужной. И бывшие мигранты латинос скоро станут большинством в США, неграмотным, не имеющим традиций демократии.
Как иначе, кроме подкупа, будут добиваться десятки миллионов голосов? Ну а пока фундаментальная электоральная база, глубинная Америка, пока еще белая, традиционная, и на ее настроение сыграл Трамп. Ей он подфартил миграционными запретами. Но едва ли это зайдет далеко, и демография на стороне въезжающих. Веймарская республика была разобрана за неделю. США потребуется намного больше времени, но они не торопятся. Пока лишь откровенно уходят с внешних позиций в пользу непонятных прожектов с Гренландией, но скорее лишь для подготовки ситуации внутри страны, для грядущего конфликта с Китаем. И в такой ситуации блаженные и слабые лидеры Европы совсем не близки Трампу. У него куда больше общего с Путиным или с Эрдоганом, которые не тратят его деньги, не мешают его планам и не укоряют за взгляды. Чего же ждать миру? Путину снова сказочно повезло, как везло всю его карьеру, от скачка цен на нефть до эпохи политических пигмеев вокруг. Главный и самый опасный соперник внезапно дает ему зеленый свет во всех начинаниях. Возможно, они уже разделили зону влияния в новом мировом порядке. Слабая и оцепеневшая Европа пытается проснуться, но время упущено давно, без потерь будет сложно обойтись. Китай и Турция в данной ситуации также могут сильно ускорить свои планы относительно соседей. Мира и процветания ждать неоткуда. Но это касается и самой Америки. И даже если Трамп будет изгнан каким-то способом из политики, это никак не изменит общих негативных тенденций. Он останется тогда первым пробным шаром дестабилизации, за которым явно последуют другие. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами.